Тема сегодняшнего занятия – коническая поверхность. Нам дано задание две проекции конуса усеченного, даны его геометрические размеры, по которым его можно построить, и требуется построить третью проекцию конуса, также построить здесь вырез, который будет на конусе. Обратите внимание, что на проекции горизонтальной здесь этого выреза нет, поэтому его нужно построить. И необходимо построить развертку конуса с вырезом. Начнем с того, что сначала отметим, где будет проходить вырез на верхнем основании. Для этого проведем линии связи. Под углом 90 градусов. И дальше отметим, где будет у нас вырез. Но очевидно, что этот вырез будет вот здесь проходить. Вот в этом месте раз. И второе вот в этом месте два. Так, линии эти построения нам уже не нужны, значит мы их уберем, чтобы не загромождали чертеж. Дальше построим третью проекцию. Чтобы построить третью проекцию, то нам необходимо что? Ось продлить до оси Y, под углом 45 градусов спроецировать ее на ось Y и дальше провести ее вертикально вверх. Вот она у нас здесь есть. Ну а затем необходимо дальше что сделать? Построить линии связи. Линии связи горизонтальные. Линии связи. Это будет у нас верхнее основание. Ну и здесь линии связи еще нужно построить вот от этих крайних точек, да и от этих точек. Но нам же известно здесь вот это расстояние, какое здесь радиус известен, 35 миллиметров. Поэтому мы можем прямо непосредственно построить это расстояние здесь. Расстояние от точки пересечения влево 35 миллиметров и вправо 35 миллиметров. Построили, а вверху необходимо сначала померить, да, сколько это будет расстояние здесь. Ну, у нас здесь 14 миллиметров. И поэтому вверху 14 миллиметров проводим влево и 14 миллиметров вправо. Соединяем полученные точки. Здесь и здесь. Обратите внимание, что пока речь не идет ни о вырезе, ни о чем. Пока мы только построили контур нашего усеченного конуса. Он так должен выглядеть, наш контур. Это удалим. Линии связи, они нам больше не нужны. Ну а теперь давайте перейдем непосредственно к построению самого выреза. В данном случае удобно строить с помощью секущих плоскостей. Дело в том, что если линия вот здесь прямая, то здесь она будет выглядеть вот так, каким-то таким вот образом. Но эта линия, раз поверхность у нас коническая, то она будет кривая, да, кривая. И поэтому нам надо построить несколько точек здесь, для того, чтобы получился у нас точный результат. Проведем несколько плоскостей секущих. Ну, одна, очевидно, должна быть где? Вот здесь плоскость. Вторая плоскость должна быть вот здесь поверху. И еще проведем несколько плоскостей, ну, в произвольном месте. Ну, приблизительно, как мы возьмем точку, так и будет. Это не важно, в каком именно месте. Значит, так возьмем. И возьмем еще вот так. Плоскость проведем. Вот у нас есть 4 плоскости. Теперь давайте подумаем, что будет.
когда мы рассечем конус вот самой нижней плоскостью, да, рассечем, и посмотрим сверху, что мы будем видеть? Мы будем, очевидно, видеть окружность, правильно? И окружность какую? Вот такого радиуса, да, как вот здесь мы померим. Это 25 миллиметров. Значит, изобразим эту окружность на горизонтальной плоскости проекции. 25 миллиметров. А теперь подумаем, давайте, где вот эта точка у нас должна лежать. Она должна лежать на этой окружности. Поэтому мы проводим линию связи до пересечения с окружностью. Будет одна точка и с противоположной стороны вторая. Обозначим сразу эти точки. 1 и будет вторая ее проекция. Есть. Дальше. Теперь, если мы рассечем цилиндр фронтально проецирующей плоскостью вот на этом уровне, мы будем видеть окружность, и окружность вот такого радиуса. Ну, здесь у нас получается 21 миллиметр. Значит, изобразим вот эту окружность радиусом 21 миллиметр. 21. И теперь давайте подумаем, а какие же точки мы тут на этой окружности можем увидеть? Логично продлить ее немножко дальше, да, чтобы мы имели сразу две точки. Здесь и это тоже продлить дальше, чтобы мы имели две точки. Смотрите, она будет рассекать, и у нас будет здесь две точки, принадлежащие линии вот этого выреза. Эта точка, вот эта одна, и вторая точка будет здесь. Где эти точки будут находиться? Для этого проведем линию связи. Линию связи из этой точки. Линию связи. И найдем ее где? Вот под углом 90 градусов. И найдем их вот тут. Они будут лежать на окружности вот этого радиуса. Одна и вторая. Есть. Так, теперь с противоположной стороны точно так же проведем, только точно из центра, линию связи вниз, под углом 90 градусов. И обозначим получившиеся точки на пересечении окружности 21 миллиметр радиусом. Вот эти точки у нас получились. Так, дальше. Теперь, опять же, посмотрим, если мы рассечем вот этой третьей плоскостью наш конус, что мы будем видеть сверху? Окружность. Окружность какого радиуса? Вот такого. Это у нас будет 17 миллиметров. Проведем окружность с радиусом 17 миллиметров из центра. И спроецируем вот эти точки, которые у нас есть в пересечении. То есть эта точка, вот она одна, и точка вторая. Получили. Дальше проведем линию связи. Значит, из этой точки вертикально вниз, под углом 90 градусов. И вторая точка вертикально вниз. Теперь обозначим. Эти точки будут лежать у нас вот здесь. Одна точка с одной стороны, вторая с противоположной. И дальше внизу точно так же будет одна точка и вторая точка. Так, теперь, если у нас плоскость проходит вот так, что мы видим? Мы видим окружность вот этого радиуса, да, верхнюю площадку. И на этой верхней площадке у нас тоже есть точки, да? Вот эта точка, она одна, и точка вторая. Там, где начинается наш вырез. Проведем точно так же линии связи из этих точек вниз. Первая, так, кривовато.
Еще раз. Надо строго вертикально вниз. И вторая линия связи. Вот строго отсюда вниз. Под углом 90 градусов. Провели. Теперь давайте эти точки обозначим. Где они будут? Вот они будут, да, здесь находиться. Одна. Вторая. И с противоположной стороны одна и вторая. Так, все, точки готовы. Теперь осталось что сделать? Соединить эти точки и получить наш вырез. Значит, для этого мы соединяем вот эта точка, это. Так, выключим перпендикуляр. Значит, вот это, потом это и это. Так, ну, такая кривоватенькая получается. Вот, да, получили. Теперь с противоположной стороны то же самое делаем. Одна. Так, по пересечениям. Так и так. И выравниваем. Вот что мы с вами получили. Теперь давайте подумаем, что вот этого кусочка окружности здесь не будет. Да? Значит, его нужно удалить. Значит, мы его вот тут выбираем и тут выбираем. Так, не то выбралось. Надо удалить окружность вот эту. Окружность и окружность. Так, опять не то. Вот эту нам надо и вот эту, да, кусочек. Не хочет удаляться. Тогда мы сделаем так. Мы построим дугу. Вот так. И построим еще одну дугу. Дугу можно построить разными способами. Значит, давайте выберем начало, центр, конец. Начало, центр и конец. И сделаем вот так. Так, а вот эту окружность теперь удалим. Так, и дуги не хватает. Значит, отразим эту дугу. Вот так. Относительно центра. Все. Значит, и поправим кончики этой дуги, чтобы она была правильно. Вот так. И с этой стороны. Вот так. И здесь внизу. Вот так. Да. Теперь еще давайте подумаем. Вот здесь нижняя часть, по ней должна проходить линия, да, прямая. Значит, ее мы сейчас и изобразим. Вот так и вот так. Все. Вот все, что у нас получилось. Сверху вид нормальный. Теперь давайте построим вид третий.
мы третий вид будем на него смотреть как? Вот отсюда, с левой стороны, да? То наши эти вырезы должны быть где-то вот тут, да? С этой стороны и с этой стороны. Ну, для этого, чтобы построить, то мы что должны сделать? Мы должны вот эти линии связи провести дальше, до третьей проекции. И потом вот эти точки, которые там есть, мы их должны найти. Так, провели. Это немножко не совсем хорошо. Вот. Так. И вот эту тоже проведем. Вот так. Ну и возьмем мы точки, ну допустим, с этой стороны, да, построим. Посмотрите, нам достаточно построить какие точки. Вот это будет у нас первая точка. Вот другая с ней лежит что? Точно так же, да? Поэтому достаточно построить одну под углом 45 градусов. Построили. И вертикально вверх. Вертикально вверх. Эта точка у нас, получается, будет вот здесь находиться. И давайте подумаем, сразу отметим эту точку. Она у нас на верхней площадке, да, находится? Так, верхняя площадка, вот она. Значит, точка сама находится вот здесь. Есть. Дальше, вторая точка. Вторая точка вот здесь. Так, под углом 45 градусов. Проведем вертикально вверх. И мы должны это провести, эту точку поставить где? Поставить ее на площадке 2, да? На площадке 2. Вот так. И площадка 2 у нас находится, вот она, здесь. Это будет точка. Так, немножко не совсем. Поставим ее ровненько, чтобы она была по центру, да, вот так, да. Так, дальше, следующая точка, это вот это. Значит, тоже возьмем здесь, отметим до оси под углом 45 градусов. Так, видите, она хочет встретиться там. Так, так, 0 градусов и 45. Затем проведем ее вертикально вверх до пересечения с площадкой 3. Ну, видите, эта точечка, она не совсем на образующей, а вот тут, да, лежит рядом. Есть эта точка. Ну и последняя точка, очевидно, что где она должна лежать? Вот здесь, на самой образующей. На самой образующей. Можно даже линию связи не проводить. Построили. Ну, теперь такие же точки надо построить что? С противоположной стороны. Можно, опять же, линии связи провести, а можно что? И измерить, а можно их и отразить, да. Как? Ну, отразить это в автокаде можно, да. А так можно померить эти расстояния от образующей и с этой стороны их отразить, изобразить. Вот у меня получается так. Вот они стоят. А теперь осталось что нам сделать? Соединить эти точки и получить то, что мы будем с вами видеть. Но опять же это будет линия кривая, и она будет проходить вот так. Сюда, но если точно, видите, вот так, потом сюда и сюда. Теперь мы ее сделаем, чтобы она была нормальная кривая. Вот, вот так. И вторую с обратной стороны тоже.
Так, потом центр ее здесь, здесь, потом центр здесь и вот. Теперь уберем лишнее. Берем лишнее. Ну, эта линия связи не нужна. Теперь вот так укоротим ее. Вот так. И с правой стороны тоже. Так, здесь. Ну, здесь можем мы ее удалить и начертить вот здесь кусочек. И эту можем удалить и начертить кусочек. Так, вот что у нас получилось, да, вот что у нас получилось. При этом обратите внимание, что у нас тут еще есть вот эта вот линия, да, видите, она должна быть здесь видна. Но это будет она видна как пунктирная линия, пунктирная линия. Нарисуем эту линию вот здесь, вот она, пунктирная линия. Вот теперь все готово полностью. В принципе, мы все построили, вырез построили. Осталось последнее задание. Осталось последнее задание, которое требует сделать нам развертку. Значит, здесь есть некоторые особенности, на которые нужно обратить внимание. В предыдущих заданиях мы все горизонтальные размеры мерили где? Здесь на горизонтальной проекции, а вертикальные мерили на фронтальной проекции. Здесь, в принципе, также, но надо иметь в виду, что наше образующее имеет свой истинный размер где? Вот. А если мы проведем образующую здесь, то она такого размера иметь не будет. Да? Поэтому это надо помнить. Ну, давайте приступим. Первое, что нам необходимо сделать, это нам необходимо посчитать длину, который будет иметь сектор, угол сектора, составляющего развертку. Считается он так, что угол альфа равен r радиус основания делить на длину образующей и умножить на 360 градусов. В нашем случае это получается 118 градусов. Что это означает? Значит, мы должны сейчас начертить окружность. Я начерчу ее здесь. Длина образующей у меня 106 миллиметров. Поэтому радиусом 106 миллиметров. Вот такая. Образующая будет у меня радиусом. И теперь из центра вот этой окружности проведу, ну, в произвольном месте, ну, вот, скажем, здесь проведу радиус. И дальше второй радиус проведу и вот так, чтобы здесь был. Вот смотрите, у меня тут угол 139, а мне надо отнять 118. 118, значит, надо, чтобы он был 21 градус, да? 21, вот он. И дальше, что я делаю, да? Значит, это изображаю еще кусочек, который будет дальше, то есть вот так. И это лишнее удалю. Так, значит, у меня получился сектор. Значит, это развертка участка, вот половины, здесь половины нашего конуса, только половины. Вторая половина будет аналогично зеркально отображаться. Значит, мы изображаем половину здесь, обратите внимание. Теперь дальше. Как теперь найти и построить вот эти точки, которые мы с вами уже здесь построены на проекции. Ну, для этого у нас конус заканчивается вот здесь, в этой точке. Проведем
образующую через вот эту точку до конца. До конца. Это образующее будет у нас лежать где? Проведем линию связи вертикально вниз и соединим с вершиной. Вот это образующее, вот она, что из себя представляет. Значит, для того, чтобы эту точку изобразить, то мы что должны сделать? Померить это расстояние по образующей. Но вся беда в том, что оно не соответствует чему? Тому, что у нас есть в действительности, правильно? Поэтому мы должны найти натуральную величину вот этого отрезка. Ну, давайте я его обозначу, чтобы он был виден, о чем идет речь. Натуральную величину вот этого отрезка. Отсюда до сюда этот отрезочек раз. И его вторая проекция этого отрезка вот здесь. Ну, как ее найти? Ну, можно разными способами, да, можно разными способами искать величину этого отрезка. Хоть, допустим, методом прямоугольного треугольника, да. Можно и так искать. Можно другими какими-то способами. Можно вращением, заменой плоскостей проекции. Ну, все способы, которые нам известны. Ну, давайте его найдем. Ну, допустим, первый раз мы найдем способом прямоугольного треугольника. Для этого нам надо что сделать? Вот это превышение померить здесь. Да, это превышение составляет 27 миллиметров. И это превышение отложить перпендикулярно вот здесь. Нормаль к этой линии. И 27 миллиметров, да? 27 миллиметров. И перенести его вот сюда, в эту точку. Вот так. И соединим. Вот оно получилось, вот это расстояние, что нам необходимо. Это расстояние, ну, можем его померить. Это расстояние у нас будет длина 66 миллиметров. 66 миллиметров. Так, теперь нам надо измерить вот этот угол. Угол, под которым будет находиться наше образующее. Меряем мы отсюда до сюда. Это 51 градус. Теперь надо построить эту образующую. Ну вот, если у нас вот это идет под углом 140, да, получается, 51 мы должны на 51 меньше. Это будет 90, 89 градусов. Вот, 89. Построили. И здесь вот это расстояние, да, вот это расстояние 66 миллиметров отложили, да, вот это расстояние отложили здесь, в этом направлении 66 миллиметров. Все, теперь эта образующая нам не нужна. И вот остался кусочек 66. И здесь, в этом месте, мы отмечаем вот эту точку. 1. Ну, очевидно, что все точки, которые на поверхности лежат, они будут лежать на окружности вот такого радиуса, да. Вот так, да, будет у нас вот такого радиуса. Все, построили. Ну, и мы можем это лишнее удалить. То, что нам не нужно. Вот. Это верхняя часть этого радиуса окружности мы построили. И одну точку сечения построили. Значит, дальше строим точно так же, да. Все точки вот эти, которые здесь есть. Проводим дальше. Здесь через вторую точку. Вот через эту. Ну, через нее. До угла 113 градусов. Провели. Значит, вот этот угол здесь, ну, по отношению можно его померить, допустим, вот к этой, да, что мы строили.
это 16 градусов. И построить дальше точно так же. Вот здесь это было у нас 89 минус 16, 73, да, построили. И вот здесь найти теперь натуральную величину вот этого отрезочка. То есть вот теперь, вот он отрезок, который мы ищем. И отрезок сверху. А сверху это будет у нас, для этого надо провести образующую, проходящую вот через эту точку. Вот так, это будет здесь 98. Вот так. Так, не совсем. Вот так. Да, провели. Лишнее обрежем. Вот так. Вот она длина этого кусочка. Значит, точно так же можем мы найти, если пользуемся способом прямоугольного треугольника, то найдем вот это превышение. Да, превышение. Здесь. И здесь. Это расстояние у нас будет 15 миллиметров. И эти 15 миллиметров мы проведем здесь под углом 90 градусов. Вот сюда. Ну, длиной 15 миллиметров. Провели. Теперь его перенесем вот за эту точку сюда. И соединим. И вот это расстояние мы нашли, да. Это расстояние, видите, будет у меня, 55 миллиметров, если округлим. И вот по этой прямой теперь мы откладываем 55 миллиметров. И в этом месте будет у нас вот вторая точка, принадлежащая отверстию. Вот две мы нашли таких точки. Ну и давайте еще одну найдем, вот эту, да, точку. Значит, эта точка, здесь угол у нас будет, вот он. Отсюда померим, да, отсюда и до сюда. Это будет угол еще 23 градуса, да. 23 градуса. То есть мы отсюда, это будет 49, если отнять, да, 49. И найдем точно так же здесь натуральную величину, какая будет. Мы ищем здесь длину вот этого отрезка, в данном случае вот этого. Так, и плюс этот отрезок будет у нас где? Вот он. Значит, здесь превышение, это будет у нас вот длина этого отрезка. Ну, посмотрим так, свойства его, длина 10 миллиметров. И отложим этот отрезочек перпендикулярно. Вот здесь отложим 10 миллиметров. И полученную точку соединим. Вот натуральная величина, длина этой натуральной величины 32 миллиметра, если округлить. И значит, мы вот здесь должны отложить 32 миллиметра. Отложили, лишнее убрали и построили здесь точку. Построили здесь точку. Ну, точно так же делается все, да, с противоположной стороны. Да, с противоположной стороны. И я просто-напросто возьму, что отражу. Да, вот это все. Так. Ну, наверное, не очень хорошо будет, да, понятно. Ну, тогда оставим, там половинку я сделал. Значит, и теперь давайте мы это все выделим, да, то, что у нас получилось.
Вот у нас получилось вот это. Это у нас не будет кусочек. Вот она, вот тут будет наша развертка, и это будет развертка. Вот эта линия тоже принадлежит развертке. И плюс кривая линия. Нарисуем сейчас. Она будет идти вот от этой точки до этой и до этой. Вот так. Вот такая. Вот такая кривая. Ну и вторая ее половинка будет здесь.